Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я, как обещал, покажу вам такую вот печку, костер свеча. Данная свеча отличается тем, что на ней очень удобно готовить пищу, и пламя уходит прямо вверх, а не в бока. Ну, на пенечку такие вот насечки, чтобы лучше принялись. Так, я думаю, все знают, что древесина лучше загорается, если вот не целые кольца, а если они немножко надрублены, тогда легче загорается. Поэтому холод и дрова тоже хорошо загораются. Данный тип костра я увидел на канале впервые у Григория Соколова. Но там он не показывал, как разжигать. На канале Русская Воля тоже показывал человек, как разжигать свечу, но он делает это немножко неправильно. Он разжигал ее сверху. А надо делать наоборот. Надо снизу ее разжигать. Ну, сегодня будем разжигать с помощью такого диска ватного, пропитанного воском. Нет, не воском, парафином. В общем, дрова сейчас я уложу и покажу. В общем, вот я поджег ватный диск. Теперь вкладываем аккуратненько коротенькие дощечки. Ну вот, сделать поаккуратнее, чтобы не потушить огонь. Так вот можно прям сверху забрасывать. Что-то никак не могу попасть. Ладно, уложу все и включусь. Получилось, отлично. Загорается потихоньку. Пусть пока загорится палочка. Пока не будем подкладывать. Вот если укладывать, поджигать снизу, то дров нужно намного меньше, чтобы разжечь. То есть ее не надо полную напихивать. Вот буквально положил чуть-чуть, и она потихоньку разгорается. Она разгорается быстрее, если же подкладывать наоборот сверху. Намного быстрее. Вот так. Пенечки немножко неровненькие, но я тут еще что-нибудь пилю, положу, и будет нормально. Видите, как хорошо горит уже. Хотя я подбросил, поскольку у меня было дров, то есть где-то в 1,5 раза больше. Вот я меньше половины положил сюда. И вот она горит, как хорошо. Уже бревнышки занимаются. Ладно, когда она займется, я включусь. Причем вот у нас свечка разгорается потихоньку. Вот так вот то, что одно бревно короче, это очень удобно. Когда ставишь котелок, то как бы тяга больше. То есть если они были в одинаковой длины, то выходил бы с боков. Вот так. А так, тут вот так вот еще будет выходить. Так что мы случайно придумали новенькую конструкцию печки. А третья коротенькая бревнышко служит, чтобы поддерживать огонь. В общем, вроде у нас занялась печка. Свечка. Я недавно делал обзор нескольких печек, таких походных из банок. И вот что-то у меня еще в голове все это крутится, я никак не могу отойти, называя все костры печками. В общем, вот свечка занялась. Так вот, может, чуть посильнее она будет гореть в течение часа, может 2. То есть, этого вполне достаточно, чтобы вскипятить воды. Даже приготовить поесть. То есть, сколько у меня? Сантиметров 8, наверное, бревнышки длиной. Еще мне никак не могло заняться, потому что так долго, потому что и дрова попались сырые. На них каким-то образом попала вода, хотя они были у меня в складе травяном, который полностью закрыт. Естественно, вентиляция есть, но он закрыт от дождя.
Или они еще в тот момент, как я их принес, не просохли. В общем, факт. Дрова были сырые. Поэтому немножко дольше разгоралось. А так они быстро вообще разгораются. Вот такая вот свечка. Сейчас еще минут 5-10 подожду. Она как следует уже займется. То есть она еще не до конца занялась. И тогда уже будем ставить воду. Так вот, немножко подуть, и она сразу займется. Если она потухает. Вообще свечка, индийская свеча, классная штука. На нее удобно готовить, она быстро разгорается, в принципе. Хотя ее в основном в ютубе, в основном в интернете называют финской свечой, но придумали ее все-таки индейцы. А финны, они ее только как бы модернизировали, что ли. У индейцев свеча это вот так вот просто стоячие бревнышки, много их, и они горят. Афины вот так вот придумали. Точнее, как бы передумали, можно сказать. Такая вот у нас свечка. Забыл сказать, дрова у меня ель. А вот щепки, которые я кидал, это береза. Так уж сложилось. Все, свеча вышла в окончательный свой режим. То есть дрова полностью обуглились. Я уже поставила воду. Время засек. Так вот. Кстати, даже можно так вот одну бревнышко убрать и тоже будет гореть. Но мы это делать не будем. Нам надо, чтобы вода вскипела как можно быстрее. Так вот оно будет потихонечку гореть. Хотя то, что оно горит потихонечку, это не значит, что будет мало жара. Жар как раз идет очень много. Намного больше, чем у плиты обычной газовой. Вот я минут назад поставил. О, вода уже тепленькая. Ну вот, пламя особо и не видно даже. Даже его вообще нету. Идет как бы тление. Тление дров идет. При этом идет огромный жар. Можно подуть немножко, тоже снова пойдет огонь. Ну, дуть не обязательно. Вода уже начала у нас париться. В общем, если вы приготовили еду, там, или воды, вообще все, что нужно, сделали, вы можете положить свечу на бок, и она будет работать как на день. Ну, конечно, столько тепла отдавать не будет и столько много греть. Нет, тепла будет давать столько же, а вот греть по времени будет меньше. Поскольку она короче, свечка, и тоньше обычно. Обычно берут более тонкие дрова, чем для ноги. Хотя вот у Григория Соколова он брал 25 или даже 30 сантиметровое дерево для свечи. И горела свеча, боюсь соврать, не помню, 6 или 8 часов. Вот. Примерно в этих пределах. То есть вполне нормально, можно выспаться даже. Но правда, единственное, она не будет так хорошо. Она не будет обогревать в сторону, она будет только вверх греть. Зачем нам вверх греть? Будьте аккуратны, ель и сосна сильно стреляют. Вообще все хвойные деревья сильно стреляют. Если, допустим, взять любое лиственное дерево, то так стрелять не будет. Даже вообще стрелять не будет. Прошло 7 минут, и 450 грамм воды закипели.
Это хороший результат. А если еще сделать из более толстых бревен свечку, то можно прям так вот взять, переставить буквально на несколько сантиметров в сторону, и все, и можно использовать подставку. Прям с нее есть, и тепло будет. И удобно. Ну, по бокам свеча греет, но как бы не сильно. Ладно, пора снимать воду. Сейчас будем пить чай. В общем, стемнело окончательно. Я не успел снять до засветло. В общем, вот я залил чай. Котелочек маленький. Прям в нем оказалось воды буквально столько, сколько в кружке. То есть сколько в кружку помещается. Я просто залил новую партию и снова поставил. Так, свеча у нас уже горит примерно 20 минут. Смотрите, сколько пригорело. То есть, да, видно, нет. Но, если не видно, скажу, сантиметра 2, наверное. Вот. Это вот у верхнего, ой, нижнего, у короткого бревна. А у длинных чуть поменьше. Поскольку вот так сейчас сбоку тут огонь выходит, такой, как бы, типа примуса получилось. Сбоку огонь уходит, а это тоже подпаляет. Свеча хорошая штука. Возни с ней мало, разжигать легко. Что еще сказать? Очень классная свечка. Классный костер. То есть, если вы выбираетесь, допустим, на природу без ночевки, а просто хотите побыть там на полянке, посидеть или на сугробах поваляться, просто быть на свежем воздухе, попить чайку, может что-нибудь приготовить. Свеча — это самый лучший вариант. Длина свечи, примерно бревнышек, должна быть сколько? Либо 2 диаметра, либо если меньше 15 сантиметров бревнышки толщиной, то примерно сколько? Сантиметров 25-30 должно быть высотой они. 30 сантиметров. Это самые оптимальные варианты. Если бревна толще, то длина должна быть 2 диаметра. Поскольку это хвойная порода, древесина, то она в основном не горит, а тлеет. Поскольку у хвойных пород не так много вот этих веществ, которые просто горят. То есть всяких эфирных масел, там что такое. Я устал, язык заговаривается. А смола, она запечатана, и она просто взрывается. Не сгорает. Она... В общем, я думаю, вы меня поняли. Тоже сверху загорелось теперь. Чтобы медленнее прогорало. В общем, вот такая вот свеча. Ходите, друзья, на природу. Ходите почаще. Даже если у вас всего один выходной в неделю, ходите. Это мой совет. То есть ходить, не ходить вам решать, ну вот мой совет таков. Ходите. Чаек у нас уже подостыл. Пора его пить. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Удачи, любви, здоровья. Друзья, я вспомнил, почему хвойные угли хвойных пород горят жарче и меньше огня дают. У лиственных пород древесины, у лиственных пород древесины как бы больше летучих веществ, которые вот именно дают пламя. Именно пламя дают. А те, кто хорошо учили физику, знают, что при испарении тело, с поверхности которого, или вещество, с поверхности которого идет это испарение, оно охлаждается. Поэтому
угли лиственных пород горят не так жарко. И больше огня идет. А у хвойных, вот этих веществ, которые именно дают огонь, их меньше. Намного меньше. Поэтому угли горят жарче, нету сильного испарения. А смола, вот это странно, смола она как раз и не дает хорошего пламени. Хотя ее много в дровах. Вот именно когда она в дровах. Не знаю, может, что она запечатана глубоко. Если вы выбираете дрова для отопления печи, то вам лучше брать лиственные. С ними проще, если печь. То есть вот у меня был случай, я вот два вот таких вот полежка, только чуть длиннее, положил в печь, валерьяна и единичка. Положил в печь, я прикрыл заслонки по максимуму, чтобы очень тихо горели дрова, давали наименьшее тепло и горели очень долго. У меня в доме было постоянно 37 градусов. При этом эти полежки горели 3 часа. И они именно не горели, они тлели. Они потихонечку тлели. Вот такие вот хвойные дрова. И я никак их не мог успокоить. То есть, если я закрывал... У меня как в печке... Ну, те, кто знает валерьяну, поймут меня. Те, кто не знает, объясню. У валерьяны 2 заслонки. Одна на борове. Боров это выходит из печки самой и уже идет дальше в дымоход. И одна на входе, то есть через которую идет подсос воздуха. Вот я закрыл по максимуму заднюю заслонку и переднюю. Если вот я слишком сильно прикрывал переднюю заслонку или заднюю, то начинала газить печка. То есть дым шел немножко в комнату. Вот я прикрыл по максимуму, чтобы не газило, при этом горело как можно тише. И при этом я уже сказал, что происходило. 3 часа горело, в доме было 37 градусов. А если лиственная порода, то такого не происходит, и намного легче утихомирить как бы дрова, утихомирить горение, чтобы они медленно горели. Вот так вот. Ну, вроде бы я все сказал. Поэтому, если у вас печка, выбирайте. Если вы используете дрова для печки, выбирайте лиственные породы. Если вы хотите для костра, выбирайте хвойные. Но не спорю. И то, и другое можно. То есть для печки можно те и другие дрова, а для костра тоже те и другие. Это вам уже выбирать. Я сказал совет. Вот теперь всем пока. Спасибо за просмотр. Удачи, любви, здоровья. Прошел час, бревнышки прогорели примерно на треть. Одно бревнышко, которое покороче, я перевернул. Бревнышки прогорают внизу быстрее, чем вверху. Поэтому я одно перевернул, чтобы оно прям вплотную к другим подходило. Потому что так быстрее закипает вода и лучше горит. Пока что прошел час.